Эту бедную собаку отвезли в приют, чтобы усыпить. Ее крики были такими душераздирающими, что прохожие не могли отвести от нее глаз. А то, что произошло дальше, было поистине неожиданным. 2 года назад семья из Техаса усыновила молодую собаку Майю. Со временем они перестали хорошо с ней обращаться, и Майя стала тихой и испуганной. Однажды вечером семья взяла ее с собой на прогулку. Майя понятия не имела, куда они направляются. Ее семья что-то планировала, но все пошло не так, как они ожидали, когда они приехали. Поначалу это выглядело как обычный визит к ветеринару. Но Майя не решалась выйти из машины, когда они открыли дверь. Для прохожего это было похоже на то, что нервная собака отказывается заходить внутрь. Но это был не визит к ветеринару. Майя лежала, свернувшись калачиком, на заднем сиденье, и ее семье, казалось, не терпелось закончить то, зачем они приехали. Каким-то образом Майя поняла, что что-то не так. Через некоторое время она просто не двигалась, и они оставили попытки уговорить ее выйти и использовали веревку, даже не поводок. Они накинули ее ей на шею и вытащили из машины. Но Майя не хотела идти. Она застыла на месте. Люди, находившиеся поблизости, начали замечать борьбу. Это была уже не просто упрямая собака. Майя продолжала сопротивляться, пока дети и родители кричали на нее в отчаянии. Несмотря на то, что она дрожала, эта собака отказывалась сдвинуться с места. Она не знала, куда ее везут, но что бы это ни было, она не верила в это. Минуты тянулись медленно. Вся семья становилась все более раздраженной и кричала на нее все громче. В какой-то момент отец взял ее на руки, но Майя сопротивлялась, пока он не выронил ее. Она попыталась убежать, но они снова схватили ее за веревку. Подошел охранник и спросил, нет ли проблем. То, что они ему сказали, застало его врасплох. Они сказали, что привезли собаку не для того, чтобы вернуть ее домой, а для того, чтобы усыпить. Охранник посмотрел на Майю, явно не желая уходить. Он хотел спросить, почему. Она пострадала? Ей было плохо? Но он держался профессионально и просто спросил, не нужна ли им помощь. Он придержал дверь открытой, пока они тащили собаку. Майя подошла ближе. Начала собираться толпа. На их лицах было видно, как они расстроены. Никто не мог понять, почему эта семья так обращается с собакой. Затем произошло то, что разбило всем сердца. Майя в ужасе снова попыталась убежать, но ее оттащили назад. И затем она начала тихо всхлипывать. Ее крики были такими нежными, но в то же время полными боли, что люди в толпе закричали, умоляя семью остановиться. Кто-то начал снимать. Все еще плачущую Майю затащили в здание. Они передали ее ветеринару и ушли, даже не оглянувшись. Ее рыдания донеслись до них, когда они выходили за дверь. К тому времени толпа увеличилась почти вдвое. Они кричали и освистывали семью, когда та уезжала, по-видимому, радуясь, что с ней покончено. Прошло несколько дней. Семья жила, как ни в чем не бывало, пока что-то не заставило их замереть в гостиной. Они смотрели телевизор и увидели себя на экране. Кадры, на которых они тащат Майю в приют, облетели интернет и попали в новости. Люди по всему миру были в ужасе. Зрители не могли понять, как кто-то может так обращаться с собакой. На той же неделе представитель нью-йоркской организации Rescue Dogs Рок связался с приютом. Они попросили не усыплять Майю. Они приедут за ней. Через несколько дней они приехали. Когда они увидели Майю, она все еще была потрясена и неуверена. Она больше не доверяла им, и они знали, что впереди у них долгий путь, но они были терпеливы. Они понимали, через что ей пришлось пройти,
и были готовы помочь ей вылечиться. Хотя поначалу Майя была напугана, что-то подсказывало ей, что на этот раз все может быть по-другому. Когда Майя приехала в Нью-Йорк, команда Rescue Dogs Rock поставила перед собой задачу относиться к ней с добротой и заботой. Они знали, что она через многое прошла, и были полны решимости помочь ей исцелиться как изнутри, так и снаружи. Первым шагом к ее выздоровлению стала процедура стерилизации. Это не только защитило бы Майю от проблем со здоровьем в будущем, но и помогло бы предотвратить появление на улицах новых бездомных собак. Несмотря на то, что это было необходимо по медицинским показаниям, команда позаботилась о том, чтобы Майя чувствовала себя спокойно и в безопасности. Они разговаривали с ней тихими голосами, нежно поглаживая, чтобы развеять ее страхи. Для Майи все это было незнакомо. Ранее она никогда не знала, что такое настоящая доброта. После операции Майя начала лечение от сердечного червя, серьезного заболевания, вызываемого паразитами, живущими в сердце и легких. Анализы подтвердили наличие инфекции, и ей требовалось немедленное лечение. Ветеринары дали ей нужные лекарства и внимательно наблюдали за ней, чтобы убедиться, что она получает все необходимое для борьбы с болезнью. Они не торопили события. Вместо этого они сосредоточились на том, чтобы завоевать ее доверие, постепенно давая ей привыкнуть к людям и новому окружению. Угощение, нежная похвала и терпение были ключевыми факторами. Но выздоровление Майи зависело не только от лекарств. Персонал тоже очень любил ее. Они водили ее на прогулки, играли с ней и заботились о том, чтобы она больше не чувствовала себя одинокой. День за днем Майя начала меняться. Ее тело выздоравливало, и сердце тоже. Она снова начала доверять. Снова. Она начала чуть чаще вилять хвостом. Она смотрела людям в глаза. Она начинала верить, что эта новая глава действительно может быть другой. По мере того, как к Майе возвращались силы, к ней возвращался и дух. Она стала более любопытной, игривой и ласковой. Наконец-то она была там, где ее видели и любили. Команда Rescue Dogs Rock позаботилась о том, чтобы она знала, что ее прошлое не повлияло на нее. Они были рядом, чтобы помочь ей увидеть светлое будущее. Мягкий характер и яркая индивидуальность Майи сделали ее любимицей персонала и других собак в приюте. Она никогда не знала места, где ей было бы по-настоящему хорошо, но теперь у нее было это место. Все восхищались ее преображением. Когда к ней в гости приехали семьи, Майя была готова. Она приветствовала каждого человека с надеждой в голосе и нетерпеливым взглядом. Однако в приюте были осторожны. Они хотели найти идеальную пару. Они рассказали о Майе каждому потенциальному усыновителю и убедились, что действительно готовы подарить ей любовь, которой она заслуживает. Майя по-своему помогала в этом процессе. Она приветствовала посетителей с легким волнением, а персонал внимательно следил за ее реакцией. Они ни с чем не торопились. После всего, через что ей пришлось пройти, они хотели, чтобы ее следующий дом был таким, которому она могла бы полностью доверять. Шли дни, а у Майи связь Майи с командой и другими животными становилась все крепче. Она стала частью их маленькой семьи, и мысль о том, что придется расстаться с ней, была горько-сладкой. Но Майя была готова. Она по-прежнему терпеливо ждала, зная, что она в безопасности и что ее вечный дом вот-вот вернется. Тем временем в бывшей семье Майи все рушилось. По мере того, как видео, на котором они тащат Майю, становилось вирусным, критика становилась только громче. Давление.
Люди в их сообществе отвернулись от них. В интернете осуждение было еще более суровым. Тяжесть содеянного преследовала их повсюду. В последней отчаянной попытке объясниться они выпустили видео с извинениями. Это было эмоционально и неожиданно. В видео они рассказали о дне, который разрушил их жизни, о том дне, когда их 2-летнего ребенка укусила ядовитая змея, когда он играл во дворе сы. Они рассказали, что услышали крики и выбежали на улицу, но спохватились слишком поздно. Они потеряли своего ребенка, и боль была невыносимой. Горе поглотило их. В смятении и разбитом сердце они искали кого-то или что-то, кого можно было бы обвинить. Они возложили вину на Майю. Они сказали, что, по их мнению, она должна была рявкнуть, предупредить их, сделать что-нибудь. Испытывая боль, они считали, что она подвела их. Теперь они плаксивыми голосами просили общественность о понимании. Им не нужно было сочувствие, просто была возможность объяснить свою позицию. Они признали, что причинили Майе боль, и выразили глубокое сожаление по поводу того, как они поступили. Они признали, что горе затуманило их рассудок, и они не смогли справиться с собственным горем. Видео вызвало смешанные чувства. Некоторые зрители выразили сочувствие по поводу утраты семьи, в то время как многие другие не могли смотреть сквозь пальцы на то, как Майя вела себя. Майю вылечили. В любом случае, видео послужило убедительным напоминанием о том, как сильно наш выбор может повлиять на других, особенно на тех, кто не может говорить за себя. Даже извинившись, старая семья Майи знала, что они не смогут исправить то, что было сделано. Ущерб уже был частью их истории, и ее тоже. Но в момент откровенности и горя они надеялись найти путь вперед, постепенно прийти к прощению, пусть даже только со временем. Они обратились к Майе и спросили, могут ли они увидеть ее в последний раз. Но пес-спасатель Рок поставил на первое место исцеление Майи. По доброте душевной они отклонили просьбу. Они объяснили, что воспоминания о прошлом могут удержать Майю. Дело было не в чувстве вины. Речь шла о защите собаки, которая уже зашла так далеко. Они выразили свои соболезнования в связи с утратой семьи и мягко призвали их продолжать двигаться вперед, точно так же, как Майя училась это делать. Несмотря на разочарование, семья приняла это решение. Они поняли и пообещали больше не вмешиваться. Майя заслуживала нового начала, которое не было бы связано с болью. Вернувшись в приют, путешествие Майи открыло новую главу. Молодая пара проявила к ней серьезный интерес. Недавно поженившиеся и полные энергии, они влюбились в милую Майю. Они часто навещали ее, приносили игрушки и угощения, постепенно налаживая связь. Организация была полна надежд, но осторожна. Они тщательно выполняли каждый этап процесса усыновления. Посещение на дому, собеседование, проверка биографических данных. Они хотели быть уверенными. Чем больше они узнавали, тем увереннее чувствовали себя. Эта пара действительно заботилась друг о друге. Они были не просто рады завести собаку. Собака. Они были готовы подарить Майе, которую теперь с любовью переименовали в Эллу, жизнь, которую она всегда заслуживала. Когда все было готово, Элла, наконец, отправилась в свой новый дом. Она с радостью окунулась в новую жизнь, безостановочно виляя хвостом и впитывая каждую частичку любви. Со временем Элла привыкла к своему новому имени и новому распорядку дня.
Ее новые родители обожали ее. Они дарили ей любовь, внимание и время для игр. Он и собаки-спасатели Рок сдержали свое обещание. Они продолжали навещать ее, просто чтобы убедиться, что у нее все хорошо. Пара приветствовала эти визиты, радуясь их поддержке. Новому отцу Эллы нравилось делиться в интернете ее путешествием. Он часто публиковал фотографии и обновления, позволяя миру увидеть, как далеко она продвинулась. Своими публикациями он надеялся побудить других людей усыновлять нуждающихся собак, как они это сделали с Эллой. И это сработало. Ее история дошла до людей по всему миру. Это напомнило миру, что любовь, терпение и второй шанс действительно могут изменить жизнь. Благодаря самоотверженности своих спасателей и теплоте своей новой семьи, Элла наконец-то нашла свое место, дом, где она была в безопасности, о котором заботились и любили больше, чем она когда-либо думала. Ее прошлое осталось позади, а будущее никогда не казалось таким радужным. Хотя прежняя семья Майи не ценила ее, что вы думаете о том, как они к ней относились? И что вы думаете об их извинениях? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если история Эллы тронула ваше сердце, нажмите кнопку «Нравится», подпишитесь на наш канал и поделитесь этим видео с теми, кто верит во второй шанс. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем сюжете.